Что такое цифровой юань? Завалил. Наркотики. Кокаинчик. Нет. Ребят, у меня ничего, честно. Насыпай, насыпай! Почему биткоин обвалился? Гусь у всех гусь. Ваш блокчейн падет. И нам как бы не нужны. Всем привет! Это Гагарин Шоу, первая серия 3-го сезона. Как всегда, мы писаем против ветра, и, конечно же, никто не ожидал, что мы дойдем до этого момента. Но вот, собственно, мы опять-таки здесь. С вами бессменные ведущие Владимир Носов, Глеб Ушаков, наш новый ведущий, невероятный Анатолий Почечун, ну, вы поняли, Феликс Редько. И, конечно же, мы начинаем первую серию 3-го сезона с приглашения очень крутого, очень известного, очень симпатичного, талантливого гостя. И это Никита Алексеев. Всем привет! Мимо нас пьяное солнце. Снова осколки в разорванной струне. Как ты там? Я очень рад, что я опять никому не дал сказать ни единого слова, и поэтому заставку! Поехали! Я просто должен объяснить своим фанам, да, что я здесь делаю, потому что они очень бдительно всегда наблюдают за мной. Да? Да, и им нужно пояснить. Познакомимся, да? Я Никита, Я Глеб. очень рад знакомству. Вова. Никита, рад знакомству, но жалею, что оно не состоялось лет 8 назад. Тогда надо было биткоины покупать или когда? Плюс-минус, А да. можно было пару месяцев назад Дело в том, взять. что- дело в том, Подготовил. Вот человек подготовился. если бы мы познакомились 8 лет назад, мы бы не купили биткоин, и, я думаю, спились бы, и вряд ли бы началась музыкальная карьера такая активная. Может у быть. тебя. Объясню людям. Значит, Владимир и Глеб — это люди, которые в свое время, объясню на детском языке, потому что именно так я в этом разбираюсь, в свое время, значит, поменяли настоящие фантики на виртуальные фантики. И сейчас у них огромная студия, большой ангар и много разных проектов. Меня зовут Никита. Феликс, очень приятно. Феликс просто честный, хороший человек, юморист. Феликс, Да. до меня птичка донесла, что ты подготовился к выпуску, в отличие от нас с Глебом. И, Да, немножко. Несколько тезисов ты хотел бы прояснить, да. прояснить по Никите. Я Хорошо, хотел бы, давай. во-первых, очень сильно поблагодарить нашего режиссера за то, что он посадил меня именно на это место. Потому что слева... У нас очень холодно сейчас в павильоне. Слева у нас уфошка меня греет, а справа вот еще одно солнышко меня Да, греет. да. Ну, февраль Это первое. как-никак. Вот. So cute, сейчас все сказали. А второе, ты сказал, что фанатам нужно объяснить. Ты очень Фанаткам. Фанаткам. Ты очень А у нас бережно... 65% женской аудитории. Будет больше. Ай, насыпай, насыпай! Не благодарите, все нормально. Очень бережно относишься к своим фанатам и фанаткам. И сегодня я зашел к тебе в Инстаграм, и у тебя там сторис, где ты говоришь, что я прилетел в Харьков. Да. Угадайте, зачем? И Да. я тебе написал, что ты приехал сниматься в Гагарин Шоу, и ты даже не прочитал. Никита. Возможно. Вот, Смотри, что ты дело- меня не уважаешь? скажи, Я- пожалуйста? Пишет 8 человек. Ты думаешь, очень просто это все взять и перечитать? Я читаю. 8 человек, это что? Тебе это... потому что 3 пишет. Я обязательно прочту и отвечу. Мы теперь с тобой лучшие друзья. Да? Конечно. Смотри, ловлю тебя. А знаешь, что делают лучшие друзья? Постят своих лучших друзей в сторис, отмечают. О, все, началось. Это меркантильная ш***а, с тобой скорость- так дружить никто не будет. Держался ровно 2 секунды. Как ты попал в музыку? Я с 10 лет занимался. Ну, ты решил. Даже вы Сидел. биткоинами, наверное, с 10 лет не занимались. Ты, наверное, проснулся такой, и Конечно, вместо того, нам чтобы... уже 4-й десяток погнал. Никто не биткоинами... Ну, Феликс-то понятное дело. Не, ну я занимался еще. Нет, ну как, родители повели меня к педагогу по вокалу, и мы начали заниматься. Все, А история была такая проста. история, что он тебе со старта сказал, что у тебя нету Нет, данных? Типа, иди домой. он А потом такой ты был- сразу переехал в Беларусь уже выступать. Не, он в Чите Ну, 2 точнее, года прожил. Ты прожил в Ой, Чите 2 года? только что прочел, Не- молодец, я Нет, видел. нет, прочитай, смотри, нет, Да, нет, да, ничего я нет видел, прочитать. там написано подробнее. Где, И- где, и где, там где можно- прочитал? Да, ну Я ладно, все просто готово. знаю. Да, Я жил. респект, Так, я на какой служил в вопрос Чите. Служил? В погранвойсках, я вижу, ты пацан здоровый. Там парень. на этой, на доске почетных жителей Читы. Я вижу, морской котик. Ну, обычно они такие, да. Да, такие. Парни, да. Сразу видно, физподготовка. Да он- Десант. Он лазейщик Да. такой, знаешь, типа...
Да, я занимался вокалом с 10 лет, и вот стал профессиональным артистом. Это ты в какой момент Такая понял, что история. ты стал профессиональным артистом? А когда подписал свой первый профессиональный контракт, естественно. А, там так точно было же, написано? Это точно так же, как и у вас. Профессиональный контракт? 12 Это точно лет? так же у вас. Нет, не в 12, уже в 21. Так. А тебе что, уже 21? Мне? А что такое? А что? А что вы спрашиваете? 27 лет. Ну, молодо выглядишь. Выглядишь молодо, да. Выглядишь молодо, да. Сразу Спасибо, видно, что парни. пиво не пьешь. В отличие Мне В 22. отличие от нас. Я вообще супер выгляжу. Не, вы выглядите А тоже Глеб хорошо, вообще парни. пиздец. Как для вечерней программы. Как для вечерней программы, все прекрасно. Мне 22, ему 27. Глебу 24 просто, если что. Если кто не знал, да. Посмотри, как да. турба там влияет на кожу. Коксахим. Коксахим. Привет, Коксахиму, да. Да. Так, ну хорошо, что по крипте? Так. Ты скажи, был Ребят, у ли- меня ничего, честно. Пока, был ли когда-то- пока вы не Это перевели на пока, меня но мы свои тебе, счета, мы тебе сегодня кошелек заведем. Ты то не- вот это мне уже нравится. Скажи, была ли у тебя когда-нибудь связь с криптой? Ладно, С космосом. не будем спрашивать провокационных вопросов. Про крипту спрашивать. Про крипту. Столько вопросов к тебе, конечно. Ребят, давайте, это же хорошо, очень Ну, про хорошая сейчас крипту. динамика. Что ты слышал когда-нибудь? Да, нормально. Твой У меня первый есть контакт. у меня есть знакомые, которые там так или иначе этим занимаются, у которых есть там какие-то свои счета. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Вот, я знаю, что там нужны еще Ну, какие-то стыдновато фермы. должно быть 27-летнему пацанчику не знать, что Пацанчик, такое просто крипта. пацанчик сюда Пацанчик, пришел. Вот ты- это. Пацан-трек. Да, Ну, да. 27 лет. Но ты должен просто, типа, ребят, смотрите, я с волета на волет перекинул. Транзочку потом ускорил, потому что комиссия в сети была слишком высокой. Малой. Но мы это все меня- сделаем ему. Мы все Естественно. У научимся меня чуть пока. попроще, у меня сэмплы, пресеты, это все, понимаете, это все чуть-чуть Это ты другое. потом- Так с тобой- с тобой- Ревер, дилей, это все. Никто не хотел Зачем оно с вам тобой надо? рассчитаться криптой? Я, знаете, в этом... Забавно, Так что внимательно человек слушает, мне так приятно. Я вижу, что он в процессе. Забавно, что Вот даже... Феликс в процессе. Забавно. Феликс ждет, пока ты его в друзья добавишь в Инстаграме. Добавь меня в друзья в Просто Инстаграме. покорно. пожалуйста. Есть Я не классный забуду. Да. Смешно, Да, что да, даже вот так и люди- сиди, да, на самом деле, боже, что он Смешно, нам что скажет? даже люди, которые занимаются криптовалютами, не заплатили человеку гонорар криптой. Кстати, О да, чем не вы взял? стыдно, вот спрашиваете? стыдно должно Стыдно в быть. 40 лет или сколько вам? А, я могу озвучить. Вот это вот. Вы должны уже легко написать Во-первых, артисту. кто тебе сказал, что он сюда приехал за деньги? А? 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 Ну, потому что если я приехал за деньги, а он не за деньги, то он лох просто. Мир сошел с ума. А может быть, он просто хочет показать В этом молодежи- разобраться. Смотри, Да. просто разобраться, потому что смотри, в какой-то момент мы все отправляли письма через почтовый ящик, индекс, клеили марочку, да? А потом в какой-то момент появилась электронная почта. Так. И вот стыдно же не иметь почтового ящика электронного на следующий день, потому что ты даже не зарегистрируешься нигде, ни на Мамбе. Я с этим согласен. Вот. Что делаем сейчас? Я ж с этого и начал передачу. Где? На Мамбе? Да, но это вот эти... На Мамбе? Это я сказал? Это ты Человеку сказал. Это я 44 сказал? года, понимаешь? 44 Да, на года. ICQ вообще unbelievable. Без почтового ящика. Скинешь Стоп, мне 2 потом, секундочки. скинешь потом на пейджер свои контакты, я запишу. Мамба уже не актуальное приложение. Лет как 15. Мы потом принесем вам вашу трость. Ты попросил менеджера проверить, в советских рублях заплатят. Блин, эти. сорямба, конечно. Да, Но всё я не знаю, нормально. что откуда-то всплыла эта мамба. Нормально, потом включим телевизор в Дэнди, поиграем, да? Никит, Понял. скажи, пожалуйста, а тебе в директ в Инстаграме бросали когда-нибудь Биткоины нет. фото гениталий женских? Возможно, я же не все открываю. Да, мое не открыл. Твою гениталию? Привет. Привет, Ксюшенька. О, Ксюша! Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а я буду всех рассказывать зрителям, что здесь налито. Здесь, значит, вода. Я всех могу В уличить. смысле, ты ребята. что, воду пьешь? А вот это я лучше унесу сюда. Так, Ксюш, а- там кофе, Ксюш, по-моему. а ты с Никитой уже знакома? Да. Ты кофе? Он тебе симпатичен? Ого. Очень Ну, крепкий интересно, кофе, да? молодой Арабика. Он тебе 100%. предлагал забрать? Нет. Нет? Но я же уже обещала Так. другому. Я же Ну, кстати, преданно очень и гостеприимно. верна. Спасибо. Классная у вас Леха, программа. Дурнев, свет мой ясный. Ксюша наконец-таки ладно, обрела прям любовь в как твоем сердцу. лице и сказала, что никогда никому больше не пойдет. Понимаешь, какая ситуация? Бухаешь? Нет. Был когда-нибудь недельный запой? А будет? Трехдневный? Кто знает. Не было, правда. Серьезно? А Не чего? любитель, не любитель. Наркотики. Не любитель, нет. Наркотики нет? Кокаинчик? Нет. Рок-н-ролл. Не, рок-н-ролл, да.
А чего так? А что ты не пьешь? У тебя Так, я что-то же- случилось в какой-то момент? Что ж ты за человек такой? Так как такое может быть? Смотри, это твой образ вот этого позитивного мальчишки. По-любому, ребята, я вам скажу, был какой-то пи***ц. Однозначно. Железобетонный. Где-то года в 22, скорее всего. Нет, вру, в 17. 17, да. 17. Он поэтому в Читу уехал на 2 года. Кстати, может быть, Я это в Чите сопряженное жил, событие. когда я в год уехал туда. Когда мне был Когда всего был один... Пиздец, такое натворил до года, что уже... Стрёмно, когда я слышу, типа, от человека, что он никогда не пил. Да. Ты ему сразу же не доверяешь. Ну, Естественно. знаешь, типа, я вот встречал очень часто, много встречал спортсменов, Так. На улице. там, боксеры, борцы, вот они, знаешь, типа, там, знаешь, встречаешь его, там, ему, ты, там, 30 лет, он говорит... Ну вот у вас человек «Не-не». десантник. Он говорит... Да, я не пил никогда. Он говорит, я не пью. Так. Ты говоришь, чего? Он говорит, да там. Было. Было дело. А если как бы это разговориться, то оказывается, что как бы, ну, там было неоднократно, что в этом состоянии как бы Так. по 5-6 человек, значит, падали, вот так вот разлетались щепки, там еще что-то, какие-то приключения были. И в какой-то момент человек закодировался. Так. Вот же ж Ну, мне интересно. вот, Кого раскидал нет, ты? Ну давайте пусть зрители рассудят. Вот я реально похож на человека, который Рассказывай, мог где сначала торпеда закодироваться, а потом... Вот, видно, десантура сразу. Так, хватит уже нам тут лапшу на уши вешать. Да, я когда-то работал, когда был студентом, я делал коктейли на основе одного алкогольного напитка. Так. Вот я стоял в большом гипермаркете, и там у нас была такая барная стойка, у меня даже был постоянный клиент, я работал как бармен. И не пил. Я рассказывал, да. И, в общем, я еще потом, ну, как такой начинающий предприниматель, еще кое-что брал из этих напитков и продавал вот своим одногруппникам в университете. История. Получается. Но я бы подожди, сказал это, стой, я бы просто сказал списал. Смотри, Но- это очень... Смотри, стой. Так. Смотри, это очень хорошая техника, перевод как бы с неудобной истории на удобную с правдой, типа, я понял. То есть, типа, я не бухаю, но я подворовывал. Окей, принято. А хоть раз тебя на контракте. Ну, так это вообще что это за... А контракт... Так контракт до Наказывали? сих пор действует. Он не имеет права по контракту признаться, что Да его нет, хоть честно, раз- он вообще без толку. Я его даже потом не читал. У меня отличные взаимоотношения с людьми, с которыми я Вот работаю. это очень хорошо. Ни разу не Просто- кинули? Продюсер Руслан Квинта, правильно? Ну, вот, видишь, и первый раз ты, когда прочел вот это, знаешь... А это с Харькова, что случайно ли? тышком-нышком что-то почитал. Это себе мне тут. жена рассказала. Вот, да? А ты Да. реально готовился? Слушай, все. Он жена, У меня- смотри, у него кольцо нарисовано. На- Я не вижу, да, кстати. Да, у меня жена Так. суперфанатка украинской поп-сцены Всё, я вокальной. понял. Это был мой музыкальный продюсер, он написал для меня самую главную песню. И сейчас, кстати говоря, Пьяное солнце? да, этот же Руслан Квинта, Так. который написал для меня «Пьяное солнце», который был когда-то моим музыкальным продюсером, сейчас написал для меня и группы «Каска». Знаете такую группу? Естественно. Поплакала и знов. Совершенно верно. Пусть он споет до Пусть конца. поет, подожди. давай, ты же поешь. Не-не-не, я ты же всё. поешь. Я- Так вот, сейчас Руслан написал для нас песню «Поруч», вот, которая вышла совсем недавно. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Очень красивая тоже песня. Всем не советую слышал. послушать. Вот А вот тут можете по Ребята, ссылочке. песня поруч, Будет здесь, да? ссылочки вот тут. Друзья, это такая классная программа. Называется «Гагарин Шоу». Крутые ведущие, классные гости. Или уже ведущий тоже. я на сам не пост- знаю. Вот. Героиновая Подписывайтесь обязательно. Нам сегодня очень хорошо и весело. А еще Ставьте они... колокольчик. Как? Колокольчик. Ой, колокольчики. Это мамба, там и мамба, и колокольчики у вас. Не, Всё не, вот- это нововведение в Ютубе. А, да? Это- Извините, пропустите. Так вот, подписывайтесь, очень классные, доброжелательные ребята. Стоп, во-первых, Ани мы Лорак почему, тебя мы не, выбрала, почему что мы ты- не сказали за все это время, что у Никиты ебать какие зубы. Ой, О, да, это, кстати, правда. наконец-то! Это правда. Наконец-то! Это Я правда. уже, честно, уже думал уходить. Вот но- эта маска в инстасторис, где, знаете, люди улыбаются, наводишь. Это вот эти Да, зубы. это я, это с Посмотри, меня у меня- снимали. Это с меня снимали, да. Если Никита использует эту маску, не поверь. Ты сказал про Никитины зубы, мне теперь рот вообще... Феликс, вот- у меня глаз прикрыт один Вот так вот, специально вот из-за так вот, этого. Он вот. просто давит. Ослепительно, да? Понимаешь? Ну, естественно. Ослепительный зуб. Я думаю, что Феликс приметил зубы по причине того, что Хочет их просто украсть? завидуют Да, этой может быть. улыбки, и все. Никита, Феликс. сколько стоит ваша челюсть?
О, Господи, я не знаю. Ударить один раз 10 Я вообще, тысяч? послушайте, я человек музыки, я выхожу на Я сцену, просто лег к радую стоматологу, людей, мне пою. сделали, продюсер заплатил, и я пошел. Я вообще не знаю, о чем мы говорим, когда дело касается Зубы не финансов. мои У меня вообще. нет. Ты что-то с ними же делаешь дополнительно? Он их чистит. Ты не родился? Я их чищу. Ты 2 раза в чистишь день. их? Да. Ого! Как тебе такой совет? Ё-моё, вот бы Как тебе такой Илон Маск? Вот это вот, если его чистить, будет такое? Я не верю. Тебе сказали, ты едешь на криптовалютное шоу. Если честно. И вы едете на криптовалютное Я шоу. очень удивился. Так, да, он сказал, ну, скажи, окей. первые ощущения, ну вот, ты захотел криптовалюту, ты хотел почитать про криптовалюту, тебе начхать ты на криптовалюту. Или с карантином Тебе все так туго, интересно. нет концертов, и надо хоть где-то зарабатывать Да, средства. то есть А ты как И это вот, очевидность, да, как я и погляжу. вот уже человек потихонечку с лучшего друга все-таки выходит в превращается. рамки. В смысле? Нет, ладно, если честно, я... Так это же я про... Нет, но Феликс как? Подождите, он же сразу, я сказал, что это когда начинал, что это честный человек. Да, я сразу за же это правду. знал, я это знал. Я же не с подтекстом, что я бы тоже так делал. Я так делаю, в смысле... Собственно говоря, Что ты делаешь так? У тебя концертов не было, нет и не будет. Как это не будет? 18 декабря, город Харьков. Да. Оп! Я еду в тур, я Вот еду... это называется нативная я реклама, я сынок, еду а не в то, что ты сольный... делаешь. Закрой рот. Я еду в сольный стендап-тур, пошел ты на 2020 год. Буду во Львове, в Киеве, в Одессе, в Харькове и в Сумах. А? Ура! Специальный гость Никита Алексеев. Мой бро и друг. Ой, не знаю. Давайте просто эту передачу назовем по-другому как-то. Жизнь Никиты. Мы с парнями обсуждали, что Да? есть ЖЗЛ. очень смешная вырезка, где Лукашенко спрашивают про то, что вот поедет сейчас очень артист актуально, из, кстати. и артист Да, из ну, Украины, реально. и он говорит, что правильно, надо поддержать, надо вот это вот что-то Страшно на вас, помочь. пацан, как-нибудь». реально. Я вам Там мы в говорю, Украине, вы у его нас нашли. все, у нас Всё, свобода слова. Да, В интернетах. так он просто говорил с таким тоном, что поддержать, как будто вы те... Как будто бы он во всем разбирается. Как будто бы те закатки отправляли туда вместе с тобой. Это поддержать, собрать мальчика. понимаешь? Вот у тебя... Я вообще думал, что ты белорусский музыкант. Нет. Я услышал эти песни. Украинский. Всё. Но я не гуглил же там просто все, но увидел тебя на Ютубе. Ты не начал выступал слушать. ни на каких корпоративах с участием Александра Григорьевича? Чик-чирик, Лукашенко. Нет. Чик-чирик. Тебя Я даже знаю, откуда ты это взял, но не буду говорить. Да, от ЧБД, я честный человек, я все скажу. Так вот, Так. ну, Да и наша не передача выступал уже всё больше и вообще, больше напоминает а не ЧБД контактировал, просто. не приходил там на Нет, какой-то, лично мы не общались. типа, мол, грамоту тебе за то, Нет, что ты я представлял? вообще, ну, как бы быть музыкантом при дворе, это не мое. На самом Евровидении были прикольчики? Прикольчики, да? Мы ж понимаем. Да, ну что, там классно, там смотришь, ну, у людей, конечно, подготовка, ну, когда ты смотришь на то, как это все организовано, это очень круто, классный опыт. Ну, то есть там каждый твой шаг, он Под ложечкой сосала, когда распределен. на сцену выходил? Чего, извини? Под ложечкой сосала, когда на сцену выходил? Что такое под ложечкой Не, я сосала? тоже Это не ты в понял. мамбе девушкам Это когда пишешь, ты да? Под голодный, ложечкой это вот сосала? Всё, Оно я подсасывает. Все, я теперь понял. Нет. Я прошу Под ложечкой сосала, это героиновому наркоману вопрос. Дорогие подписчики, я вас умоляю, если среди вас есть хотя бы маломальски начитанные ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, что значит под ложечкой сосал. Я уже И один все хейтер не напишет, смотрели. когда у него уже Мы уже- деньги да, закончатся да. эту ересь нести, да? Мы уже поняли, о чем. А еще я понял, что мне нельзя вот так смеяться, потому что очень некрасивый вид тут образовывается. Да, монах. 24 года быть таким лысым, конечно, это. А это генетическая предрасположенность. Потому что умный и мозги выталкивают волос. Вот, да. Глава американской разведки обеспокоен доминированием Китая. По данным Washington Examiner, да? Правильно я сказал? Акзамана. Цифровой юань Китая представляет для Соединенных Штатов угрозу национального масштаба. Понимаешь? Так? Ты Да, понимаешь да, вообще да, всё верно. глубину? Ну, так это и, по-моему, ну, как бы Китай, да, сейчас впереди планеты все. Что такое цифровой юань? Китай, он еще может... Цифровой юань — это CBDC. Ну что, непонятно? всё ясно. Так что, ну, как Ну, бы, понимаешь? один живой юань, живой, который можно пощупать, он равен одному, который нельзя Ну, пощупать. это крипто-юань какой-то? Крипто-юань. Да. Ага. Это даже я Крипто-юань. понял. Крипто-юань. Только Ты можешь хоть раз комплимент сказать Ксении, сидишь, 4 глаза Так, смотришь. спасибо. Что мне сказать? Отличная рука. малышка.
Вот эта красная ленточка вот эта, или как его, от сглаза. Во. Что? Я думаю, рвется она постоянно. очень не рада, что я в шоу. Судя Да по понятно, взгляду. ты же не Дурнев. Да, потому что Чтоб тебя радоваться. когда... А это Леша, ты его не подражай. спародировал? Так вот, по поводу угрозы Соединенным Штатам Америки от Китая. В этом же году мало всем угрозы? Угроз, да. Да. 20-й-то не закончился. Есть еще одна угроза. Данные Кембриджского индекса потребления электроэнергии сетью биткоина показывают, что Китай контролирует 65,08% мирового рынка добычи. Это правда. Прочитай, это как... BTC, биткоин. Да, BTC, биткоин. Это правда. И что в настоящий момент? Ты не знаешь, что сейчас... В настоящий момент в разных частях страны жители и организации протестировали цифровой юань. Протестирует этот город в Женьшене. Была проведена раздача CBDC, Всё, да, всё, в ходе которой 50 тысяч победителей получили 10 миллионов юаней. Вы одни среди них, этих победителей, Да. я так понимаю. Да, это около 1,5 миллиона Мы же жители не... американских долларов. Твое Как мнение ты считаешь? интересно Да, больше вот. даже. Что угроза, идет ли угроза с китайской Может стороны? ли Китай поиметь Конечно. США? Извините, пожалуйста, но тут вообще, это за вот вопрос? если мы, как с моим бро и дру, мы очень плохо раздупляемся ну в это и- криптовалюте. Да что, какое мнение у нас может быть по этому поводу? Миллион непонятных слов. Давай. Что Нет, конкретно у меня непонятно? есть свое мнение. Ну, понятное дело, что Китай впереди планеты всей. Это очень, как бы, сильное государство, которое еще всем покажет, ну, уже показало и еще всем покажет. В Литве конфискованные криптовалюты проданы за 7,6 миллионов долларов. Правительство Литвы продало партию криптовалюты, изъятую местными правоохранительными органами. У меня вот сразу к вам вопрос. Вы говорили, что Да. криптовалюта — это суперзащищенная вещь, которую у тебя не могут забрать, украсть. Ну и как, За что? латыши впереди За планеты ш- всей? За что? Мне, во-первых, Они что можно конфисковать? забрали приватный ключ. Как они это сделали? Они пришли, и что они? Дайте пароль, и им отдали? И как Ну, это а происходит? паяльник ты держал в руках когда-нибудь? Так действуют литовские Я правоохранительные службы, думал, да? у вас честный Как в том бизнес. анекдоте, не поверишь, последнее желание. Нет, а как, смотри, невозможно конфисковать, нет банка, ни на кого надавить. Единственное, что можно сделать, это просто заставить тебя самому все отдать. И все. Ага. Так а как они нашли этих людей тогда, которые были владельцами? Знаешь, у него есть криптовалюты? биткоины? Я знаю. Ну, Я знаю. попроси его отдать. Думаем, как же полицейские из Литвы все-таки смогли... Но это- есть вероятность, что они задерживали литовцев. Ну, А написано, вы вообще что... дочитали до конца новость? Что вы Нет. там разбираете? Тут Так а что? Ну все понятно. Государственная налоговая инспекция реализовала конфискованные криптоактивы на сумму 6,4 миллиона евро, то бишь 7,6 миллиона долларов, и внесла полученные средства в государственный бюджет. Среди криптовалют были биткоины, эфир, а также Слушайте, конфиденциальная монета Monero. Манерки чуть-чуть. Да. А что такое конфиденциальная монета? Разве криптовалюта это не по умолчанию конфиденциальные Но монеты? там вообще супер конфиденциально. Нет, ты- Вообще точно нельзя забрать, да, если ты, Но если если ты ты- полицейский. Ну, короче, она максимально зашифрованная. Ага. И ее тоже получилось, да? Нет, забрали у человека данные Человека доступа. забрали. Человека забрали, понимаешь? Ник, пароль, как все как Данные в Мамбе. доступа. Я просто говорю о том, что, получается, не настолько защищены эти активы, как вы рассказываете. Ты не понял. Тебя просто начали пытать, и ты сдал все, что у тебя есть. Но Они ты мог обычно не бьют по сдавать. столу. Мы тут с тобой не играемся, отдай ключи от криптовалюты. И он все, Нет, смотри, прикол в том, что Это если у так тебя делается. есть деньги в банке, то банк может арестовать счет и изъять их насильственно. Так, а какой... А в крипте, если ты крипте? взял свою сид-фразу, так называемую, большой пароль, Понял. и ты, например, просто переписал. 24 слов. Да. Типа, И ты, из например, песни Понял. «Пьяное Всё, солнце». всё, я например. понял. Да, но Должна более быть того. собачка, большая буква. Буква, цифра. Не-не-не, Обязательно. это просто 24 слова. Ну, которые мы используем, ну, не мы, Всё, а, я понял. а на английском. И ты, например, берешь и каждому раздаешь по 6 слов. И чтобы взломать твой кошелек, Так. нужно одновременно всех 4 собрать, всех допытать и забрать слова. Но если кто-то по какой-то случайности забыл его где-то закопанным в землю, Так. То то все. все. То деньги твои никуда не Ну, денутся. еще же И есть тебе они мультиподпись. тоже не видать. Мультиподпись еще есть такая штучка. Как? Это как мультипаспорт был, только Лилу мультиподпись. Даллас. Да.
Мультиподпись. Вова сейчас Сразу видно, что я хорошо разбираюсь в криптовалютах. Да, Конечно, но если ты «Пятый элемент» смотрел, то ты вообще То я уже шаришь жестоко. полупрофессионал. Жестко. Полупроводник. Мультиподпись — это, по сути, на базе блокчейна, да? На базе блокчейна. Децентрализованной блокчейн. вот этой истории. Разрешение на вывод средств посредством нескольких подписей. Ага. То есть, как бы, вот у нас, допустим, лежат... на Мама, бабушка. Ну, допустим, да. Да. То есть вот у тебя на кошельке лежат деньги, пока ты, твоя жена и твои дети не подпишете... Сразу мы знаем, кто подписывал От- у Владимира. Ну да, ой, Ты давай семью не надо было не в сливай эфире. только еще в Всё, это всё, дерьмо. всё. Вы Да, вообще уже дочка берега теннисистка, великолепно играет. Да, в это мы теннис. уже, да. Оставим только этот момент, про теннис. Да, и, короче, действия не происходят, пока не будут получены вот эти подписи. Как Так вот, что ты говорил, что, скорее всего, Я они... говорю, что они не могли, то есть они должны были украсть код доступа к крипте. То есть они поступили незаконно, на самом Так деле. смотри, вот Они здесь не могли их написано, что- конфисковать. После завершения расследования правоохранительными органами были они изъяты. То есть и не может быть такая ситуация, что они вот провели расследование, узнали у кого, и на законодательном уровне сказали «отдайте». Смотри, сидел гусь у дознавателя. Знаешь, что такое дознаватель? Я прошу прощения. Гусь — это какая-то сленг Гусь- или прям... Гусь — это типок. Все, понял. Типуля. Всё, Типочек. ну, я думаю, мало ли, может быть, у криптовалютчиков это значит что-то Не, другое. гусь у всех гусь. Всё. Пардон. На Пардон. английском ГИЗ. Окей. Вот, сидит гусь у дознавателя. И дознаватель ему говорит: гусь, ну давай, чтобы не приходилось мне, знаешь. Он говорит: я не скажу ничего. Я ничего не брал, ни в чем не виноват, ничего не происходило. Он говорит: ну, братик, мы же оба понимаем, что как бы сейчас... Ну, я вначале начну тебе засовывать иголки под ногти, потом... Молоточком по Да, а пяткам. гусь такой показал лапки свои. Такой. А молоточком по пяткам. Топ-топ-топ-топ-топ и побежал быстро по выходу. Только следы оставил. Слушай, у тебя короче, талант. Вот а мы вот открыли та- а новый вот- талант еще а вот у еще Феликса. Ну, наконец-то. Ну, вот это приветствие, которое мы Мы заслужили. нашли Не изюминку вот это нашего вот всё. шоу. Да. Мы поняли, чем мы должны заниматься. Мы должны делать вечернее шоу про гусей. Вот Это так мне вот. уже нравится. Это мне уже нравится. Вечернюю пародию на Поверьте, гусей. зрителям это будет гораздо интереснее. В Дагестане обнаружили еще одну незаконную майнинг-ферму. Давайте только в этой новости не шутить. Хорошо. Пи***и нам как бы не нужны. Да, дагестанцы есть везде, даже в Харькове. Да. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. В Дагестане в одном из жилых домов выявили незаконную майнинг-ферму, ущерб от деятельности которой превысил 4 миллиона рублей. Что значит ущерб? Что света Я не они понимаю, напалили? я не Да. Они понимаю. света напалили просто, им И не платежка заплатили. пришла, да? Да, чувак. Об этом сообщает местное МВД. А ты не знал о том, что если подключиться Ну, к я понимаю, сети я в ж подъезде, поэтому то Не будут перебивай, платить все по стояку? пусть он, пожалуйста, в смысле. Владелицей помещения, где обнаружили ферму, является пенсионерка, сдававшая его в аренду. На данный момент правоохранители выясняют, кто является организатором майнинг-фермы. Я очень хочу, чтобы это была та же пенсионерка. В МВД Прям это поч- было бы супер новость. Я уже ее представляю. Она такая на белом Мерседесе. Извини, в МВД подчеркнули, что саму владелицу помещения не задерживали. Вот. Потому что она, скорее всего, Потому что сидит она с котлетной котом. бабок кинула в копа. Да, она сидит с котом, у нее перстень, она сказала: ты пришел ко мне на мою ферму. Ты пришел к Дону Корлеоне, но просишь без уважения. И уважение. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Не слышишь, Почему биткоин обвалился? Где он обвалился? Он Ну, ни хрена не, себе. ну был же момент, когда он обвалился. В общем, на этой веселой, классной, дружеской ноте Устанавливаем тебе кошелек. Смотри, когда мы говорим про котировку, да, или цену, это абсолютно нормальное рыночное поведение, ну, как бы... Но да, оно там, же чем-то мотивировано? Или просто так? Сегодня проснулись, такая цена, а завтра такая? Сейчас попробуйте объяснить, как устроен рынок. Вот представь себе, есть вот ты, да? Есть я. Есть я. Допустим, у нас в Сумах квартира. У тебя квартира, у меня квартира. И есть, допустим, какой-нибудь монополист, у которого в Сумах 150 квартир. И, Такой соответственно... Ну вот, представляем себе, да, картину? И вот Анатолий представь себе Епифанов. ситуацию. Есть рыночная цена. Все привыкли, что в этом районе однушка стоит 30. Двушка стоит 40, а трешка, например, 50. И, соответственно, когда ты приходишь к кому-нибудь смотреть квартиру, у него, допустим, однушка, да, я прихожу к тебе, говорю, мне нравится в целом все, говорю, ну не могли бы вы уступить? Ты говоришь, нет. Я говорю, в смысле нет? Ну, уступите мне 1000, там, типа, я заберу. Ты такой, нет, рыночная цена 30. Я уступать не буду. Ну, я как бы говорю, ну, ладно, я тоже подумаю. И ухожу. И тут представь, вот этот тип, у которого 150 квартир,
начинает их продавать. Начинает их продавать по 30, но они по 30 нахер никому не нужны, потому что это рыночная цена. Он начинает продавать по 29. Вот, соответственно, к тебе покупатель же тоже не идет, потому что ты хотел 30, а у него уже есть 29. И ты начинаешь предлагать 28. Тебе деньги нужны же? Нужны. Ты квартиру продаешь не просто так. А у него 150 квартир. Он готов продавать по 27, и по 26, и по 24. И таким образом, соответственно, цена начинает снижаться. Независимо от того, что твое желание розничного продавца, у тебя не 150 квартир, не продавать по 24, ты хотел по 30. И вот цена упала, да? И вот цена упала. Да, и еще почему... И ничего ты не можешь сделать. Но если появится тип, который готов купить 200 квартир, то он откупит 150 квартир у этого паренька, понятное дело, выжидая, что тот снизит цену там, на следующие, там, на вниз. Потом откупит у тебя и у всех остальных. И цена вырастет, потому что все скажут, нихера себе спрос на квартиры в Сумах. То есть, если появится По какой-то... 36 покупают, по 40 однушки залетают только так, в одну калитку. И Короче если говоря, спекуляция. Это Гагарин Шоу. Власти Нигерии разработают правовые стандарты для криптовалют. То есть, наконец-то, они к этому уже подошли. Склонны. Спустя 12 лет. Правильно? Да, да, понимаю? естественно, все верно. Ты видишь, Начало как положено. Я ты уже начал разбираться. Да. Министерство финансов Нигерии совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и биржам. Не сильно громко, да? Нормально? Ну, чувствуется, что я властный человек. Да, чувствуется, братик. Есть? Да. Так, разрабатывают нормативно-правовую базу в отношении криптовалюты технологии блокчейн. Так что скоро ваш блокчейн все-таки падет. Не-не-не. А смотри, я прикол просто проверяю прикол- их реакцию. Прикол в том, что... смотри, ничего не смотри. упадет, все будет хорошо до конца наших дней. Не, когда блокчейн запускается, на него нельзя повлиять. Вот в чем прикол. Он Понял. когда запущен, на него нельзя повлиять. Об этом пишет местное издание Business Day. Советник министерства Армстронг Таганг заявил, что власти видят возможности для развития криптовалютной индустрии в стране. Скажи, ты когда выбирал эту новость, ну, то есть, типа, вот это крутая, да? Я не знаю. По каким Я вообще не знаю, По кто, каким я не параметрам? знаю, кто готовит эти новости. Нет, ну вот, да, ну ладно, Ну. хорошо. Просто мне объясни, если это классная, крутая новость, да? Ну, Нет. Давай вот Так эту. при чем давайте здесь, вот ну, эту, Никит, вот это эту, пирамида. вот эту новость. Хорошая же. Вот эту, читай, крутая. Вот эту. Вот это классная новость. Да. Туфта. Не, давайте... Отстой. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки, колокольчики, все это движуху. Почему? Потому что все это на самом-то деле нам нахер не нужно продавать рекламу или еще что-то. У нас и так все в порядке. Просто это мотивирует делать для вас какой-то вот такой контент, приглашать гостей, разговаривать про криптовалюту, потому что мы в первую очередь криптоны, криптоэнтузиасты. Мы делаем это для индустрии, потому что масс adoption и все эти вещи, это все наше. Поэтому, ребята, пожалуйста, лайки, колокольчики, гневные комментарии, любая активность будет приниматься как комплимент. Валера, я прошу тебя, ты Побольше хейта нам. потерялся куда-то и нет у тебя больше. Самый смешной комментарий под этим выпуском, который понравится и будет импонировать Никите. Так вот, значит, человек, который этот комментарий оставит, получит наш фирменный мерч «Гагарин Шоу». Это Гагарин Шоу. Ну что, Никит, скажи, пожалуйста, кошелек на Bitcoin Global тебе зарегистрировали? Получен. Криптушечка получена? Думаю, да. Дорогой мой человек, прекрасный музыкант, с прекрасной песней. После получения транзакции Будь добр. попросим тебя, будь добр, пожалуйста. С удовольствием. Если тебе для людей, для местных не, значит, стыдно будет вживую исполнить, Да, то я вообще очень люблю Не Харьков. обессудь. Не И, обессудь. конечно, обязательно исполню. У нас здесь было очень много классных концертов. И первый концерт в рамках тура «Моя звезда», кстати, тоже состоялся здесь. Это очень важно, когда дебют проходит вот в каком-то таком радушном и теплом городе, как Харьков. Он был супер успешен. И смотри, и теперь дебют, ты, значит, Да. вступил на новую землю, теперь ты стал владельцем Абсолютно. криптовалют, и тоже в Харькове. Второй дебют, получается. Вот, к этому я и подводил. Мы очень сильно любим твое творчество вообще, и теперь особенно приятно было с тобой познакомиться. Ты оказался Взаимно. невероятно крутым, емким, подкованным человеком с нотками коммерсанта И юмора. Начинающий. И юмора. и хорошего переговорщика. Тот своего Ты тулит. перестанешь его? Да. В общем, спасибо тебе огромное. Это взаимно, Друзья, класс. давайте попросим нашего гостя.
на ветру. И что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Я тебя нашел из тысячи диких лун. Мне нравится столько, мне нравится дорога, пусть. Мне нравятся твои облака. Не надышаться столько и мной пусть. И этот волшебный закат. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Дышать тобой мне бесконечно хочется. И мой огонь, он никогда не кончится. Держи меня, мне без тебя не справиться. Сгорать дотла в твоих руках мне нравится. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Океанами стали. Мне это нравится, нравится. Я тебя нашел. Океанами стали. Океанами стали. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем.